Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таропрогноз на декабрь 2023 года. Мы с вами смотрим и анализируем предстоящий событийный ряд, посмотрим, с чем вы завершите этот год и с какими энергиями войдете в 2024. Помогут мне сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Поэтому мы с вами приступаем. Подумайте о тех событиях, которые вы себе запланировали на декабрь, что у вас в планах, какие цели, какие задачи. И посмотрим, что же нам поведают арканы. Итак, общие энергии месяца. Работа. Финансы. Здоровье. Личная жизнь. Также рекомендации от карт. Карты перед нами. Приступаем. Общие энергии месяца. Двойка мечей. Двойка мечей — это не то чтобы изоляция, но это как на что-то может быть утрированно, закрыть глаза, от чего-то абстрагироваться. Потому что вы понимаете, что распыляя энергию на множественные процессы, вас просто попусту на все не хватит. Помимо всего прочего, это карта, которая говорит для вас о ситуации, когда вам нужно будет форсировать события для того, чтобы завершить ранее начатые процессы. То есть что-то окончить, может быть, в чем-то найти альтернативу, завершить то, что, по сути, вас уже длительный период тревожит. Это могут быть и проекты по работе, это может быть сама по себе ситуация, когда вы завершаете обучение или цикл лечения. То есть не имеет значения что. То есть все. Закрывайте для себя эту тему. И 8 жезлов — это как прикладывать к этому усилия. Конечно, кто-то из вас здесь может искать также альтернативу относительно месту проведения отпуска. То есть поездки, путешествия, переезды. Если это смена места жительства, то по сути закрывать для себя прежний этап и переезжать в новую среду. Будем смотреть, как же для вас отыграется сфера работы. И здесь ложится рыцарь чаш. В принципе, такие праздничные настроения, работа уже в большей степени налегке, на положительных эмоциях. Все уже будут поздравлять друг друга с наступающими праздниками, то есть здесь вопросы лояльности, приподнятого такого состояния. То есть все ровно, все комфортно. Опять же, карта для каждого из вас будет звучать по-своему. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, 4 мечей говорит, что ситуация будет без изменений. Вы здесь будете заниматься бытовыми, творческими аспектами, но здесь речь не про работу. Пока что нет нового источника дохода или реализации своих талантов. Если смотреть ситуацию для соискателей, то рыцарь чаш и туз жезлов для вас это будет такое время удач, потому что здесь появится возможность получить работу мечты или ту вакансию, к которой вы длительный период стремились. Поэтому, знаете, как поймать удачу за хвост. И если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, то рыцарь чаш и 7 мечей – это обойти своих конкурентов, может быть, врагов, это просчитать их планы заранее. Не могу сказать, что задобрить, но рыцарь чаш – это, как вам сказать, это ситуация, когда у вас кругом прикормленные люди, свои люди, и как следствие вам своевременно доносят информацию о каких-то замыслах ваших недоброжелателей или о тех людях, которые пытаются вам вставлять палки в колеса. То есть такая позиция: предупрежден, значит вооружен. Если смотреть акцент для тех, кто у нас владеет собственным делом, то рыцарь чаш и паж жезлов – это черпать энергию, мотивацию, знаете, как молодая кровь, то есть новые сотрудники, новые идеи, новые стартапы, то есть воодушевляться их какими-то начинаниями или их мыслями и брать себе их на вооружение, то есть раскрывать. Плюс рыцарь чаш и паж жезлов – это может быть тимбилдинг для вашей команды, проведение каких-то радостных мероприятий, командировки, съезды, тренинги, то есть все то, что сплочает и воодушевляет вас. Смотрим ситуацию с точки зрения финансов. По справедливости. Что посеешь, что пожнешь. Могу сказать, что однозначно это баланс доходов и расходов. Здесь все в норме. Кто-то из вас может подвергаться вопросам банковских или налоговых проверок на предмет происхождения ваших средств, но по карте императора у вас здесь все стабильно. То есть я не вижу у вас проблем с ресурсами или с тем, чтобы подтвердить предмет происхождения своих ресурсов. То есть здесь все у вас стабильно.
Вопросы состояния здоровья. А вот здесь 4 жезлов. И с одной стороны это прекрасный аркан. Почему? Потому что 4 жезлов это карта процветания. Здесь даже вот эти цветущие цветы, да, указывают на это. Это хорошее самочувствие. Эмоциональное, ментальное, физическое. Но мы не учитываем один момент. 4 жезлов это все-таки акцент на то, чтобы укрепить свой иммунитет. На то, чтобы по рекомендации врача нейтрализовать дефицит тех либо иных витаминов, макроэлементов. И, конечно же, это акцент на опорно-двигательный аппарат, на эластичность ваших связок, на подвижность ваших суставов. И, в принципе, если есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то пытаться их устранить. Смотрим личную жизнь. А вот здесь у нас ложится аркан звезда, карта надежды, быть преисполненным мечтой, реализация вашего какой-то вот цели, желания или, знаете, как исполнение задуманного. Будем смотреть, так ли это по арканам. Итак, ситуация для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Звезда и 8 чаш – это как недостижимая мечта, либо недостижимая идея, потому что здесь по этим картам паж мечей вы здесь упорно будете за кем-то наблюдать. Это может быть как новый объект вашего внимания, так и человек из прошлого, с которым вы будете хотеть отношения восстановить. Во всяком случае, на это указывают арканы. Будете ли вы проявляться в течение этого месяца? Ну, по рыцарю жезлов, несмотря на все ваше желание и на весь ваш напор, пыл, это, знаете, как и хочется, и колется, и мамка не велит. Поэтому, ну, тем не менее, туз мечей вам рекомендует расставить точки над «и», прояснить ситуацию, чтобы больше не терзать себе душу и сердце. Если вы у нас в любовных треугольниках, то, как мы видим, звезда и 10 мечей. Это разрыв отношений ради сохранения самих себя, ради своих целей, приоритетов, мечты, желаний. В особенности, если ваш партнер или партнерша не идут с вами одним жизненным путем, одной жизненной дорогой. Вы понимаете, что нет смысла разменивать себя на тех, кто вас не ценит. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, звезда и императрица. Итак, для многих из вас это как осуществление мечты. Жить вместе или предложение выйти замуж. Опять же, для многих это продолжение рода. Для кого-то вопросы венчания. Но потому что звезда императрицы для вас это новый статус. Это как превознести себя. Это новый социальный уровень, к которому вы стремились. Причем здесь это будет актуально как для мужчин, так и для женщин. Смотрим с вами рекомендации от карт. Ну, по 4 чаш. Это, знаете, как акцент, что хватит хандрить, оглянись вокруг. Не концентрируйся на том, что ты теряешь, концентрируйся на том, что у тебя есть. Это наиболее важно. Плюс неожиданно для вас ваши самые яркие мечты здесь станут явью. И 4 чаш это, вот знаете, как успейте насладиться этим моментом. Не кукситесь, потому что для вас все в жизни будет складываться или происходить наилучшим образом, наилучшим путем. Почему? Потому что здесь то, что будет происходить, вот ложится паж монет. Это, по сути, для вас новый опыт, который выстраивает вашу личность. Да, не все так просто, не все так легко, но тем не менее эффективно. В декабре вы это однозначно прочувствуете. Посмотрим с вами в целом энергии месяца. Наиболее значимые для вас, как мы видим, это будет сфера личной жизни и финансов. Но тем не менее здесь у вас все стабильно, все прекрасно. Просто эти сферы будут играть такую роль главной скрипки. Смотрим неожиданность периода. Что здесь? У нас ложится собака, коса, развилка. Ого. И снова дно колоды падает карта звезды, как реализация мечты, цели, идеи, достижение результата. Каким образом? Собака, коса и развилка. Итак, для кого-то это резкая смена окружения. Причем это будет новое окружение, за которым вы будете расти, развиваться, двигаться вперед. Далее, для кого-то проверка на верность, которую ваш партнер или партнерша не пройдут. Это то, что касается любовных треугольников. И, как следствие, это выходить из этого застоя, делать свой выбор. И сама по себе ситуация, когда ваши пути дороги разойдутся. Опять же, собака, коса и карта развилка. Это ситуация, когда с кем-то будут завершаться процессы, ваши дороги разойдутся. С коллегами, которые могут увольняться, или бизнес-партнерами, которые меняют локацию, вообще переезжают и прекращают, допустим, здесь свою деятельность. То есть понимание и осознание, что все, процессы завершаются, каждый идет
своим путем. Но вместе с тем это, знаете, благодарность за тот опыт, который вы получили от людей, потому что именно эти навыки позволяют вам найти свою дорогу в жизни, осветить этот путь и, знаете, как наслаждаться своим путем, реализацией. Карта звезды — это достижение цели, исполнение мечты, новых возможностей. И, знаете, самый такой период, когда можно по кирпичику закладывать фундамент будущего. Поэтому тут есть чему порадоваться. Конечно же, я в свою очередь закрою вам таковым образом арканы, чтобы энергия этого месяца шла вам только в плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвется эта информация. И еще такой нюанс. Хотела бы от вас услышать обратную связь по поводу того, в каком формате вы хотите для себя видеть годовые расклады. В формате 12 домов или по схеме моего авторского расклада, моей методики, которой я пользовалась все предыдущие годы. Поэтому жду от вас весточки и счастливого вам декабря.